Привет, с вами Лорк. Я как смотрю, вам крайне понравился ролик, вот этот вот ролик. Мне, если честно, он тоже понравился, получился достаточно интересным. Ну и спустя аж целый год, мне удалось найти еще больше странных и интересных механик в Plants vs Zombies. Так что вот эти слова из первой части, а так как этих механик не так много, забудьте, их реально очень даже много. Кто не смотрел первую часть, то советую ознакомиться, ну и давайте начнем. У капульта тачки, как оказывается, мечи. Да, это мечи. Не бесконечные так-то, и после того, как они закончились, оно начинает ехать напролом, давя все на своем пути. В мини-игре зомби легкий и зомби быстрый, все же не все ускорено. Взрывы от гриба судьбы восстанавливаются с такой же скоростью, как и на обычных уровнях. Когда спаунится зомби на тарзанке, на клетках, на которых они будут через несколько секунд, можно увидеть пару пикселей, благодаря чему можно заранее предпринять какие-то действия против них. То же самое происходит, кстати, и со снарядом кукуруза пушки, но вряд ли это как-то поможет зомби избежать своей судьбы. Пока зомби придет быстрее к твоим мозгам, перепрыгивая через растения, чем идя по пустой поляне. Горшочек нельзя посадить на кувшинку. Если на уровне, мини-игре или выживании, где есть бассейн, за секунду перед последней волной поставить ледогриб, то зомби, которые выныривают из-под воды, не будет. Это же работает и с зомби на тарзанке, они также просто не появятся. Для выживания обычного, а тем более бесконечного, это очень полезно, кстати. Забавно, но зомби-кабачок из мини-игры Зомботания может раздавить высокий стенный орех с одного раза, а кабачок не может раздавить зомби-высокий стенный орех из той же мини-игры с первого раза. Когда зомби на тарзанке попытается украсть какой-либо гриб, который спит, то с помощью какао-боба его не только выйдет пробудить, но и спасти. Шоколадку в саду дзен можно использовать не только на улитке, а и на растениях, хотя смысла в этом вроде как и нет. Всего пару минут быстрее влево-право, лево-право будут двигаться. Ну и может пару чеканных монет вам подкинут. Если поставить пень на одном ряду с тристрелом, то горошины, выпущенные им по бокам, будут поджигаться, когда граничные ряды может выручить еще как. Зомби шестом не будет получать урона от шипов, стоящих возле него, после того, как он ударится об орех. Задумывались ли вы, что произойдет, если в зомби шестом, бога зомби и зомби на дельфине в качестве переграды поставить пушку, кукуруза-пушку? Может, они перепрыгнут на ее середину и сидят? Или вовсе не перепрыгнут? Хотел бы сказать я, но все в этом плане не так однозначно. В зомби шестом ее спокойно перепрыгнет, то бишь вместо задуманной одной клетки прыжок будет в две. Зомби же на дельфине так не умеет делать и перепрыгнет лишь одну клетку, из-за чего сможет спокойно пушку съесть. Ну а пога зомби... Ну а что пога зомби? Ему понадобится 4 прыжка, чтобы ее перескочить. При наезде зомбони на шипы может быть достаточно редкая, но забавная анимация, где он переворачивается. Функция для восстановления защитных растений, которую можно купить у Дэйва, почему-то не работает с чесноком. Жаль. Уровень 5.5 единственный уровень, в котором при начале волны появляется надпись о нашествии зомби на тарзанках. Почему-то у кукуруза пушки нету тени. Может, это вампира-пушка? Когда загипнотизированный зомби встречает зомби шестом не будет есть или пытаться перепрыгнуть через зомби. Он просто пробежит мимо. Пень Факир может освещать небольшую часть тумана. По правде, я думал, что это знают все, но смотря на комментарии первой части, это не так. Горохомет на крыше ломает механику крыши, и в отличие от других горохострелов, чьи снаряды врезаются в угол крыши, у него стоят тут. 2-3 пули могут спокойно пролететь сквозь мифический угол крыши. По мере прохождения вы, наверное, заметили, что все мини-игры были под вид этапа, но вот вазобой на уровне 4.5 почему-то решил отличиться. Как оказывается, механика сада дзен в ПК-версии и мобильной версии отличаются, и на удивление в лучшую сторону ко второй, что стало неожиданностью для меня, видя, как и туда умудрились пихнуть донат EA. Так вот, в ПК-версии, если у вас есть улитка и забафанные растения спреем или магнитофоном, которые сами по себе дают монетки, то выйдя из сада дзен и зайдя туда спустя время, ничего не произойдет. Улитка должна была работать, но ничего не собрала.
Также и когда есть уже выпавшие монетки, если быстренько пересойти в садзен, они пропадут. В мобильной же версии это доведено до ума. Пока вы не в саду дзен и улитка не спит, все работает, кэш фармится. И зайдя туда спустя время, выскочит сообщение, что собрано столько-то монет. Больше скажу, даже перезайдя быстро в садзен, монетки не исчезнут, на своем месте лежать не будут, а каким-то чудом будут подобраны. Хотя заметно, что улитка и сантиметра не проползла. Зомби на тарзанке может украсть даже взрывные растения, к примеру, такие как вишня и гриб судьбы. У него в руках они почему-то перестают взрываться. Мини-игра Самбатания 2 является единственной мини-игрой с бассейном, где в начале последней волны не вылазит зомби из-под воды. Йоу. Вроде Кракантиарус там даже повыше летающего зомби на шарике будет, но даже так ему почему-то пофиг, что прям в лицо колючка летит. В некоторых версиях игры, например на консольной, у зомби очень крайне редко может быть аллергия на орехи. Когда они попытаются откусить орех, их лица опухают, а затем они умирают. Был бы еще на это шанс чуть-чуть побольше, чем 0.01%, то может такие игру можно было бы пройти. Зомби-шахтер, дошедший до конца, единственный, кто не поворачивается при сидении гипногриппа. Если лестница находится на растении и зомби-тарзан крадет его, лестница временно будет плавать, прежде чем исчезнуть. Я до сих пор не понимаю, с какой скоростью и главное по какой логике зомби, выглядящие визуально одинаково, и иногда идут вовсе не с одинаковой скоростью. Красные глаза есть только у двух зомби, шахтера и Гига Гаргантюа. Забавно, но зомби с лестницей работают как зомби с кассетой, но с точностью наоборот. Один начинает двигаться быстро после потери своего предмета в руках, другой же изначально быстро движется, но замедляется после потери предмета в своих руках. Достало, или же просто не хотите, чтобы чертенки грызли ваши тыквы в бесконечном выживании, то думаю, для вас будет полезно научиться пропускать зомби с лестницей вперед так, чтобы они успевали поставить на нужные вам тыквы лестницы. Главное не забыть, что никаких перцев использовать после этого не нужно. Да и случайно выстрелить из пушки тоже будет ой как нехорошо. Кстати, о взрывных растениях. Растения с мощью взрыва 3 на 3 клетки, например вишня, могут доставать зомби на тарзанке и с большим радиусом. Больше скажу, мракогриб на удивление тоже. Если зомби шестом перепрыгнет через растение, за которым стоит высокий орех, он врежется в высокий орех и начнет его есть, несмотря на то, что высокий орех находится позади зомби. В основном это происходит, когда на высоком орехе есть лестница. Но вот это вообще нечестно, я считаю. Уж очень интересная личность этот зомби шестом. Мини-игра «Дождь из семян». И вот почему пень горит в дождь? Ну, вроде не бикини-ботами. Вот вдруг действительно кто не знал, но грабли, покупаемые у Дэйва в его магазинчике, показывают, откуда пойдет зомби. На какой линии они лежат, на той он и пойдет. Единственное, хоть и кажется, что грабли уничтожают моментально любого, кто на них осмелится наступить, но это совсем не так. Как оказывается, грабли тоже имеют свой предел. Гаргантюа с одного раза убить они не сумеют. Если картофельная мина еще не успела вырасти, то зомби-шахтер съест ее под землей. Уровень 4.10 является единственным уровнем, у которого нету музыки, и также единственным уровнем локации тумана, где нет тумана. А что самое забавное, на нем мы встречаем первый раз зомби-йети. Но вот в удаленной мини-игре, которая является аналогом данного уровня, зомби-йети никогда не выйдет встретить. В Plants vs Zombies есть аж 4 вида орешка обыкновенного. Он сам, взрывной, орехи секретной мини-игры большое время, где он становится больше и его хп в ней равняется большому ореху. И последний это огромный орех, который, как и взрывной, можно встретить только в боулинге. Ну и еще можно добавить, что самым маленьким орехом в игре является голова зомби-ореха. Что на удивление, как я понял из комментариев, некоторые не знали, так это то, что если снаряд ледяного грохострела пролетит через пень, то он станет обычным. Ну, теперь надеюсь это будут знать все. Как мы вместе с вами узнали, зомби шестом очень интересная личность. Ну так вот, все вышесказанное мной это не все, что он умеет делать. Он умеет еще так иногда делать. Капец крутой. Отмененная мини-игра, сможешь скопать это? Первоначально задумалась как мини-игра на уровень 1.5, но от нее отказались, так как она уже слишком нудная. И правильно сделали, ибо так и есть. После использования газонокосилки, зомби какое-то определенное время не будут идти на том ряду, где она была использована. Ну а если это было перед волной, то зомби тем более также там не пойдут.
Фух, вроде все. Надеюсь, в данном видео я смогу вам рассказать то, чего вы возможно не знали. Но и явно не буду говорить, что на этом видео все интересности и механики ПВЗ закончились. Думаю, ПВЗ еще сможет нас не раз удивить.